Всем привет! Bohemia Interactive постепенно раскрывает Badlands, и разработчики DayZ наконец показали новые материалы. В них оказалось намного больше интересного, чем кажется на первый взгляд. Нам завезли новый район базар, засветили МП-18, новый кодовый замок и еще несколько деталей. Прожимай лайк авансом, подписывайся и досмотри до конца, будет интересно. Помимо новой карты нас ждет система восстановления здания, о которой мы говорили ранее. Можешь посмотреть по ссылке в описании. Кстати, новая стройка будет дополнять старую с заборами, так что можно будет застраивать разрушенные дома, а также строить укрепленные комплексы, как обычно. Судя по тизеру, это такой немаленький район новой карты Наздара, который появится вместе с DLC Badlands. Локация похожа на восточные рынки и городские кварталы в ближневосточном стиле. Разработчики называют его районом средних размеров, поэтому вполне можно предположить, что на карте будут и более компактные, и более крупные районы. Здесь можно заметить плотную городскую застройку, узкие улицы, внутренний двор, рынок и даже многоэтажный дом на фоне. Кстати, эта многоэтажка может стать неплохой снайперской позицией для опытных стрелков. Отдельно хочу остановиться на парочке деталей. Вертикальный гриль для шаурменов и кальян. Не спеши угорать, дай немного пофантазировать. Что если разработчики добавят возможность крутить шаурму из курей и свинок, а после плотного ужина ты сможешь вдунуть кальянчик? Да, скорее всего это просто текстуры в трейлере, но хотелось бы увидеть что-нибудь похожее в качестве небольшого сюрприза. Мне кажется, сами по себе такие районы вряд ли смогут кардинально изменить геймплей. Хоть там и буду ждать напряженные перестрелки на коротких дистанциях, засады в узких улицах и переулках, а также неожиданные встречи за каждым углом. Все это плюс-минус есть и на старых картах. Скорее всего, базар нужен для того, чтобы немного разнообразить пустынную карту. Хотя если сюда добавят источник воды, то просто так зайти и выйти вряд ли получится. За него будут постоянные перестрелки и стычки, что принесет больше эмоций. Следующая интересная новинка — официальный кодлог. Это какая-то глупая шутка. И тут сложно не улыбнуться, потому что если ты хоть раз играл на модовых серверах, ты прекрасно знаешь, кодлоки существуют уже очень давно. Многие вообще привыкли считать их стандартной частью игры. Но если убрать шутки в сторону, выглядит официальный вариант действительно качественно. Разработчики уточнили, что это новая базовая механика строительства, поэтому логично ожидать ее на всех официальных картах Черноруссии, Ливонии, Сахале и, конечно же, Наздаре. Надеюсь, что кодлог не станет просто копией модов, а получит собственные интересные механики, например, возможность взлома, подбор кодов или какие-то дополнительные взаимодействия. Тогда он может стать полноценной частью выживания, а не просто дверным замком. Также нам тизернули новый пистолет-пулемет МП-18. Это не вымышленное оружие, а настоящий немецкий пистолет-пулемет времен Первой мировой войны Бергман МП-18. Оригинал использовал патрон 9х19 Parabellum. Отличался невысокой скорострельностью, хорошей точностью и довольно тяжелой конструкцией. Если Bohemia Interactive сохранит исторические характеристики, то МП-18 станет своеобразной альтернативой современным МП. Медленнее, но стабильнее и мощнее на ближней дистанции. Главная его фишка — вместительный магазин на 32 патрона и индикатор, который примерно показывает остаток патронов. Правда, магазин не очень удобен и перекрывает пространство слева, как мне кажется. Лично меня больше зацепил именно базар. Не потому, что это новая локация, а потому, что такие районы могут сделать перестрелки немного другими. Узкие улицы, плотная застройка, возможность устроить засаду буквально за каждым углом. Это звучит интересно. Ну а официальный кодлог — это вообще история из разряда «лучше поздно, чем никогда». Если Bohemia продолжит переносить лучшие идеи сообщества в основную игру, лично я только за. Ага. Конечно. 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 А теперь интересно узнать именно твое мнение. Какая из этих новинок зацепила тебя больше всего? Напиши в комментариях. Когда появятся новые подробности по Badlands, обязательно разберем их на канале. До встречи.